Хотите узнать, как писать сообщения, чтобы на них отвечали девушки и более того, чтобы они им даже нравились? Тогда это видео вам подходит. Всем привет! Вы на канале Психология без фанатизма, а значит с вами я, Фомин Никита, и мой несменный соведущий Мистер Спич. Тема: как писать заходящие девушкам сообщения. Ребят, давайте вначале расскажу, о чем это видео. В общем, есть хорошая новость. Эта тема достаточно простая, я имею в виду, как писать сообщения, заходящие девушкам. Но в ней есть несколько важных моментов, поэтому для лучшего усвоения я решил разделить ее на две части. В первом ролике мы разберем технологию написания сообщения, где в качестве хука, так называемого крючка внимания, вы будете использовать комплимент. А в финальной части видео я поделюсь с вами своей улучшенной авторской структурой комплиментарного сообщения. Фу, чтоб я, мистер Спич, унижался до уровня комплиментов? А может, мне еще самому под ее каблук лечь? Да-да, брутал формат еще достаточно распространен в России, и некоторые мужчины думают подобным образом. Но сейчас нельзя, как в мезозойскую эру, трахнуть самку дубиной по голове и затащить в пещеру со всеми вытекающими последствиями. Времена изменились, женщина знает себе цену, а тот, кто не адаптировался, остался один на один с правой рукой. Лично я имел в виду одиночество. Кстати, эта техника переписки лучшая таблетка от изолированной жизни. Она поможет не только в построении и удержании любовных отношений, но и во всех остальных сферах коммуникации. В деловой переписке, переписке с друзьями, ну и так далее. Хотите освоить? Тогда погнали! Первое. Разбор распространенных ошибок. Ребят, сейчас я покажу вам типичную переписку моих клиентов до того, как мы начинаем ее прорабатывать. Имена, конечно, останутся в тайне, а вот фамилию я назову. Господин Фролов пишет своей крашихе: «Привет, как дела?» Она: «Хорошо». Он: «Как на работе?» Она: «Работаю». И все, тупик. Я, конечно, не буду, как многие блогеры, говорить, что если вы пишете такие сообщения, то вы прям полный лузер, некреативный и вообще одноклеточный. Я не буду пытаться запугать вас и убедить в том, что без моих техник вы не сможете жить в этом мире. Нет, я психолог. Я скажу вам, что если вы пишете хотя бы так, вы просто красавчик. Потому что это действие, и чтобы написать даже такое сообщение, надо иметь яйца, и я сейчас не о Фаберже. Но мы же хотим совершенствоваться и становиться лучшей версией себя. Мы же хотим уметь нравиться большему кругу девчонок, поэтому стоит признать, что подобная манера письма шаблонная. А что такое шаблон? Это не вид изысканного французского вина «шаблон». Это обыденность, банальность, грубый трафарет, которому люди следуют без размышления. Достойные девушки относятся к себе с достоинством. Если вы не готовы на ранних этапах размышлять, как им понравится, искать какие-то интересные творческие подходы, она подсознательно понимает, что вы в дальнейшем не будете стараться для отношений. А это бан. Ну что, готовы переходить на новый уровень? Погнали! Второе. Как делать комплименты в сообщении? Ребят, давайте вначале поймем, в каких случаях вообще можно применять комплимент в сообщении в качестве открывашки для начала переписки с девушкой. А. Если вы с девушкой в большей или меньшей степени знакомы. Б. Если человек вам не знаком, и вы, к примеру, увидели ее фоточку в соцсетях или что-то подобное. А как сделать комплимент, если мне понравилась девчуля с доски почета? Выяснить в дирекции, из какого она отдела, и написать напрямую: «Спич, не мешай, давайте лучше разберем более распространенные случаи. К примеру, вам в офисе нравится девушка, но пока у вас нет близкого общения. Вы заметили, что она пришла на работу чуть наряднее обычного, допустим, в классном платье. Вас реально это зацепило. Бам! И вы сразу пишете об этом. «Привет, я долго не мог найти повода, чтобы подойти к тебе на работе, но твой выход в этом платье,
космос. Оно сидело на тебе просто шикарно. Ты ходила по офису как по красной дорожке. Лично я люблю слегка патетики добавить. А вы пишите по своему усмотрению. Главное, чтоб не скучно и с огоньком. Так, надо вам еще вычленить два важных момента. Третье. Искренность. Я уже говорил об этом в прошлом пункте. Очень важно снова повторить. Когда делаете комплимент, в сообщении пишем о том, что по-настоящему пробило, по-настоящему понравилось. Во-первых, тогда будет проще найти подходящие слова. Во-вторых, девушки почувствуют, если вы будете кривить душой. Они считывают это на раз. Не понравилось платье? Пишите про сережки. Не понравились сережки? Пишите про часы. Да про что угодно, только искренне и не бездумно. А если мне понравилась ее грудь, что написать? Твои сосцы в этом платье смотрели на меня так же прицельно, как охотник смотрит на дичь в бинокль? Конечно же, все зависит от места, где вы находитесь. Если это офис, то степень искренности должна быть сдержаннее. Если где-то на отдыхе или на вечеринке, можно позволить себе чуть больше. Но помним про меру. Ребят, весь контент, который я не выкладываю на YouTube, вы сможете найти на моем Boosty. Видеоурок «Как писать девушкам заходящие сообщения» уже там. Так что переходите на Boosty, знакомьтесь с материалом и обязательно подписывайтесь. Там будет куча новых пополнений. Ну а мы продолжаем. Четвертое. Делаем комплимент купцу, а не товару. Ребят, помните, когда мы делаем комплимент, связанный с внешностью, мы в первую очередь восхищаемся человеком, а не вещью. У тебя классное платье? Ребят, это троечка. Мы похвалили вещь, а не хозяйку. Не, ну а вдруг она фетишистка? Спича не слушаем, продолжаем. Это платье на тебе отлично сидит. Совершенно другое дело. На первый план выходит девушка. Такие слова заходят намного глубже. Заходят глубже. Кстати, можете посмотреть мой ролик «Как делать комплименты». Найдете много полезной инфы. А сейчас барабанная дробь, и я презентую вам обещанную схему самого эффективного сообщения. Пятое. Улучшенная авторская схема комплиментарного сообщения. Ребят, смотрите, очень важно. Вот вы написали, что платье на ней сидит круто. Она что-то ответила или поставила смайлик. И если комплимент оставить на этой стадии, то такой крутой заход сам по себе ни к чему не приведет. По сути, ситуация в продвижении в отношениях с девушкой ничуть не отличается от того сообщения, которое я приводил в начале ролика. И там тупик, и здесь тупик. Поэтому помимо комплимента, плюсом обязательно должен идти призыв к действию. Давайте доработаем. Как мы там говорили, типа в своем новом платье ты ходила по офису как по красной дорожке. Она: о, спасибо. Это был комплимент. Теперь пойдет призыв к действию. Я знаю один ресторан, который соответствует твоему запредельному стилю. Давай сходим. Тебе удобно в пятницу? Бам! Бум! Нокаут! Вот она, моя золотая формула успеха. Комплимент плюс призыв к действию. Конечно, бывают ситуации, когда формула работает в сокращенном или слегка расширенном формате. Комплимент, затем светское бла-бла-бла-бла-бла. В детстве я мечтал стать художником, а я хотела быть космонавтом. Но вы не должны увлекаться только лишь ходом переписки. Помните о главном. Вы хотите, чтобы она была с вами. Нашли подходящий момент, бам, выпад, призыв к действию. Как в продажах. Ребят, разобрали очередную важную тему, как писать заходящие девушкам сообщения. Давайте еще раз пробежимся по ее основным пунктам. Итак, первое. Разбор распространенных ошибок. Второе. Как делать комплименты в сообщении. Третье. Искренность. Четвертое. Делаем комплимент купцу, а не товару. И пятое. Разбор улучшенной авторской схемы комплиментарного сообщения. Народ, пишите свои комменты, что вы думаете об этом видео. Пишите сюда на YouTube, пишите в телегу, давайте разбираться вместе. Нам очень важно ваше мнение. А для лучшего усвоения материала залетайте ко мне в телегу и скачивайте конспект этого ролика в закрепе.
В следующем ролике разберем контекстуальную технику начала разговора с девушкой. Это моя короночка. Отлично работает как со знакомыми, так и не со знакомыми девчонками. Я так супругу подцепил. А я сифилис. Все, ребят, чао. Это была «Психология без фанатизма». Залетайте еще, мы вас ждем. А пока подписывайтесь и пальцы вверх.